Привет! Продолжаю знакомить вас с аппаратурой радиосвязи прошлых лет. В этот раз расскажу о переносной радиостанции гражданского диапазона 27 МГц с 70-х годов Lafayette Dynacom 3C. Вообще, Lafayette — это американский продавец и производитель электроники и аппаратуры радиосвязи. Но эти радиостанции производились в Японии специально для Lafayette. Итак, радиостанции Dynacom 3C производились в 70-е годы. Конкретно эти два экземпляра были изготовлены в 1979 году. Эти радиостанции предназначены исключительно для радиосвязи в гражданском диапазоне 27 МГц, имеют 3 фиксированных канала, 3 фиксированных частоты. Частоты задаются кварцевыми резонаторами. Работают эти радиостанции в амплитудной модуляции. Приемник имеет супергетеродинного типа с одним преобразованием частоты и промежуточной частотой 455 кГц. Гражданский диапазон, можно сказать, что это бытовая техника, и производились эти радиостанции для использования их в быту. Корпус имеют они достаточно крупный и тяжелый. При этом он состоит из двух половин: передняя часть и задняя крышка. Обе эти части металлические и достаточно прочные. Задняя крышка крепится одним единственным винтом в центре. И этот винт мы откручиваем для того, чтобы снять заднюю крышку, и увидим весь там монтаж. И также там будет батарейный отсек. Батарейки используются обычные бытовые, техника у нас бытовая. Радиостанция питается от напряжения 12-14 вольт. Чтобы такое напряжение получить, нужно использовать 10 батареек размера 316 или АА. Разъем для подключения источника питания внутри корпуса радиостанции такой же, как на батареях Крона 9-вольтовых. Но в комплекте с радиостанцией идет адаптер-переходник для того, чтобы установить в этот адаптер 10 элементов 316 пальчиковых батареек и уже с помощью этого разъема подключить этот переходник к радиостанции. Включается питание регулятором громкости, совмещенным с выключателем питания. Еще у нас на лицевой стороне радиостанции, кроме этого регулятора, есть регулятор порога срабатывания шумоподавителя. Также к радиостанции может быть подключен внешний источник питания, разъем для его подключения есть на боковой стенке, и может быть даже подключено зарядное устройство, если вместо батареек вы используете аккумуляторы. Антенна у радиостанции телескопическая, встроенная, несъемная. Она имеет достаточно большую длину, в кадр у меня здесь точно не уберется, примерно 1,5 метра телескоп. В основании достаточно прочный, он никак не вращается, никуда не сгибается, жестко встроен в корпус радиостанции. Так как 1,5 метра антенна короткая для диапазона 27 МГц, то, естественно, внутри используется некое согласующее устройство в виде удлинительной катушки. Еще на корпусе есть разъем 3,5 мм для подключения внешней антенны. Вот так вот техника бытовая. И разъем для подключения антенны у нас тоже очень бытовой, 3,5 мм. И есть еще 3,5 мм разъем для подключения наушников или внешнего громкоговорителя. Также к радиостанции может быть подключен внешний микрофон. Он подключается к 4-контактному разъему GX16 на верхней стенке корпуса. И для того, чтобы использовать этот микрофон, у нас есть переключатель, который именно и выбирает, какой сейчас мы микрофон будем использовать, встроенный или внешний. В корпусе радиостанции, конечно же, есть громкоговоритель или динамик. Решетка для него есть на лицевой стороне корпуса радиостанции. И этот же громкоговоритель используется и как микрофон, поэтому звук будет достаточно бубнящий. Отдельного какого-то микрофона в корпусе радиостанции нет, а громкоговоритель используется высокоомный, не с сопротивлением 4 или 8 Ом, а с сопротивлением аж целых 100 Ом. Такой динамик эффективней работает в качестве микрофона. Естественно, есть кнопка или клавиша включения передачи PTT на боковой стенке, достаточно большая и удобная. Есть еще маленький 3-позиционный переключатель на 3 положения A, B и C. Это переключатель каналов, тоже на боковой стенке, маленький незаметный переключатель, хотя можно сказать, что это очень важный переключатель. Вот практически все органы управления этой радиостанции. Единственное, что есть еще маленький стрелочный индикатор, очень красивый. Он в режиме прием показывает уровень сигнала, вернее, он показывает напряжение автоматической регулировки усиления, а в режиме передачи он показывает напряжение с ВЧ-детектора, который подключен к антенне, то есть практически исправность выходного каскада передатчика, ну и, собственно, всего передатчика. Хоть и громкоговоритель установлен в корпус радиостанции небольшой, но звучит он очень громко. Сейчас я открою шумоподавитель и прибавлю громкость. Звучит очень громко, уровень шумов большой, потому что я нахожусь в помещении, здесь много различной цифровой техники работает. Где-то в чистом поле шум будет немножко поменьше, так как радиостанция работает в амплитудной модуляции, а не в частотной, то постоянно на всю громкость шуметь она не будет. Но, конечно же, есть шумоподавитель для того, чтобы не слушать этот шум вообще. На громкоговорителе указана мощность 0,2 Вт.
тогда, в 70-е годы, мощность на динамиках еще указывали инженеры, а не маркетологи, и поэтому мощность написана реальная 0,2 ватта, а в наше время на этом динамике могли бы написать и 10 ватт. Корпус радиостанции, конечно, очень красивый, металлический, прочный. В руку его приятно взять, но он очень тяжелый, а при выдвинутой антенне длиной 1,5 метра я не представляю вообще, как им можно было пользоваться. В помещении вообще невозможно, сразу этой антенной что-то задеваешь. Но в помещении связь на 27 МГц с носимой станцией и так практически невозможно. Поэтому, наверное, она все-таки больше предназначена для использования на открытом пространстве. Но, в общем, все равно удобство использования такой техникой сомнительное. Но в то время на 27 МГц, наверное, по-другому и сложно было сделать. Марина. Прием. Девочка моя, как ты там? Все хорошо. Алексей Александрович, вы там где? У меня Все готово, я вас жду. Мчусь. Тебе, любимая. давай поскорее. Бегу. К этим радиостанциям существует еще вот такой вот чехол или кобура, очень прочная. Именно для этих моделей радиостанции она разработана, эта кобура. Радиостанция устанавливается с нее вот таким вот образом, защелкивается на две защелки, кнопки. Под каждый орган управления и разъем есть соответствующие вырезы на этой кобуре. И на задней стороне есть еще вот такое вот место для крепления на ремень на какой-то. Хотя я, конечно, с трудом себе представляю, как можно эту радиостанцию носить на ремне на брюках. Наверное, все же это для крепления куда-то в другое место. Несколько слов скажу о схемотехнике и конструкции этой радиостанции. Радиостанция это исключительно бытовая, 27 МГц гражданский диапазон, и поэтому весь монтаж на печатной плате и вообще вся конструкция радиостанции ничем не отличается от любой другой бытовой техники 70-х годов, каких-то радиоприемников или магнитофонов, в том числе и нашего отечественного производства. Обычные детали установлены на печатную плату с одной стороны. Никакая деталь не зафиксирована ничем, ни клеем, ни лаком, ни механической какой-то фиксацией, просто впаяны и держатся на своих выводах. Электролитические конденсаторы припаяны так, что они стоят на выводах, а не держатся корпусом плату, то есть не упираются корпусом в плату, а находятся на своих выводах, что, в общем-то, уменьшает надежность. Но, несмотря на это, радиостанция, даже 2 экземпляра до нашего времени дожили в прекрасном, хорошем состоянии. Единственное, что очень сильно окислились контакты переключателя прием-передача, и он практически был неработоспособный. Пришлось эти контакты чистить. Как я вам уже сказал, по схеме приемник это супергетеродин с одним преобразованием. Радиостанция трехканальная. Для того, чтобы она работала на каждом канале, нужно установить 2 кварца. Один в передатчик, другой в приемник. Соответственно, для 3 каналов нужно 3 пары кварцев, 6 кварцев. Продавалась радиостанция обычно с одним кварцем установленным, вернее, с одной парой кварцев для канала A. В частности, вот эти 2 радиостанции продавались с установленными в них кварцами на 15-й канал CB, частота 27135. А другие 2 канала B и C были свободные разъемы для кварцев, вернее, панельки. И обладатель этой радиостанции мог приобрести кварцы отдельно на интересующий его канал, естественно, недалеко по частоте от основного канала, и установить эти кварцы самостоятельно. На каждый канал пара кварцев для передатчика и для приемника на частоту ниже частоты передатчика на значение промежуточной частоты, то есть 455. Например, кварцы на 15 канал здесь установлен для передатчика 27135, для приемника 26680. Одна промежуточная частота 455 кГц для такого высокочастотного диапазона, как 27 МГц, это очень упрощенная схемотехника, значит, прием по зеркальному каналу в этой радиостанции, конечно же, очень сильный, присутствует, и ничего с этим сделать нельзя. Но техника бытовая, поэтому такая упрощенная схемотехника, одна промежуточная частота. В качестве усилителя низкой частоты в приемнике используется классика того времени, двухтактный трансформаторный усилитель, у которого также есть предварительный трансформатор меньших размеров, чем выходной. 2 трансформатора, между ними двухтактный каскад на 2 транзисторах в корпусе ТО-92. К этому корпусу еще приделан металлический радиатор для охлаждения каждого транзистора. Этот же усилитель низкой частоты при работе радиостанции в режиме передачи используется в качестве модулятора, который включен последовательно в цепь питания выходного каскада передатчика. А вот выходной каскад собран на транзисторе уже в 220 корпусе. ВЧ-мощность радиостанции заявлена 3 Вт. Измерять мы ее не будем, так как нормального высокочастотного разъема на корпусе радиостанции нет, есть только встроенная антенна и разъем 3,5 мм.
На корпусе есть вот такие петли для крепления какого-то ремня для переноски, поэтому можно было эту радиостанцию переносить на ремне через плечо и в открытом виде, и в чехле в кобуре, так как кобура это предусматривает, что петли для крепления ремня у нас остаются тоже свободными и открытыми. Послушаем, как звучит сигнал этой радиостанции в эфире. Напомню, работает она в амплитудной модуляции, поэтому может быть заметный мультипликативный фон. Сигнал этой радиостанции будет принимать трансивер FT847 у меня на столе, и с его линейного выхода вы услышите звуковой сигнал. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Проверка радиостанции CB-диапазона. Лафайет, Динаком 3Си. Прием. Вот такая вот бубнящая модуляция от громкоговорителя. Какие мысли мне хочется высказать вам по поводу этих радиостанций? Во-первых, видимо, тогда, в 70-е годы, производители не считали, что металлический корпус для бытовой радиостанции – это неоправданно дорого. Во-вторых, люди не считали, что таких огромных размеров корпус и 1,5-метровая телескопическая антенна – это что-то позорное, неудобное, некрасивое и так далее. А пользовались такими радиостанциями. Если была нужна связь, то, пожалуйста, использовали такие радиостанции. Сейчас же многие люди при слове «радиосвязь», «радиостанция» морщатся и говорят, это что-то из прошлого, как будто в прошлом люди были хуже, чем сейчас. А уж при упоминании коротковолновой радиосвязи, где антенну нужно разворачивать, говорят, да что я буду антенну разворачивать, что ли, я лучше сдохну, чем разверну антенну. Ну, пожалуйста, дохните. Следующее, третье, что бы я хотел сказать. Забавно, что используется 10 пальчиковых элементов в обойме в такой, который подключается разъемом, как на батарейке Крона на 9-вольтовой. Я помню, что в те самые 70-е и 80-е годы в наших отечественных приемниках использовалась такая же обойма, но только на 6 батареек для питания 9-вольтовым напряжением бытовых вещательных приемников. А здесь такая обойма на 10 пальчиковых батареек. Следующий момент такой. Хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что супергетеродин с одним преобразованием частоты, промежуточная частота низкая, 455 кГц, в диапазоне 27 МГц, это вообще не рабочий вариант, потому что зеркальный канал будет приниматься почти так же, как и основной канал. То есть ослабление по зеркальному каналу в лучшем случае будет там, 15 дБ. Если 20, это хорошо. Ну а вообще напомню, норма это 60, наверное, дБ или больше. То есть техника бытовая, поэтому схемотехника упрощенная, одна промежуточная частота и та очень низкая. И о качестве сигнала в режиме передачи. Конечно, громкоговоритель, работающий в качестве микрофона, тем более в таком металлическом корпусе, резонирующий, звенящий, бубнящий, я бы сказал, звучит очень плохо. Но, видимо, тогда, в 70-е годы, с микрофонами было сложно, и маленьких электретных микрофонов не было, что ли, доступных. Хотя вроде были. Ну, в общем, не знаю, почему-то здесь использовали именно громкоговоритель в качестве микрофона, поэтому звук в режиме передачи получается такой бубнящий. В то время в наших отечественных радиостанциях, конечно же, не гражданского диапазона, а использующихся в народном хозяйстве или в каких-то службах, тоже использовались громкоговорители в качестве микрофона в выносной тангенте манипуляторе. И тоже, в общем-то, звук был бубнящий, не хуже, не лучше, а примерно такой же. Корпус радиостанции, на мой взгляд, выглядит очень красиво. То есть при разработке ее этому явно уделяли внимание. И решетка громкоговорителя, и ручки управления громкостью и шумоподавителем. Да и вообще весь корпус, как-то все сделано так, именно с учетом на то, что это бытовая вещь, и человеку должно быть приятно этим пользоваться в быту. Это не профессиональная техника, где профессионал просто занят своей профессией, а радиостанция еще у него есть. А это именно вещь бытовая, и пользователь будет, пользуясь этой вещью, получать еще и эстетическое удовольствие именно от красоты самого устройства. Сюда же, наверное, можно отнести и миниатюрный стрелочный индикатор, который по большому счету не очень-то нужен, но зато с ним красивей. Интересно было вместе с вами изучить такие радиостанции. По правде говоря, раньше я их не встречал. Приятно, что они до наших дней сохранились в таком прекрасном состоянии, практически без каких-то повреждений, царапин, и даже в работоспособном, за исключением переключателя прием-передачи, который многоконтактный, имеет, по-моему, 2 группы на переключение, одна из которых, как обычно, в CB-шках переключает громкоговоритель. Ну и, в общем-то, этот переключатель, конечно, до нашего времени в хорошем состоянии не дошел. Но, почистив его, оказалось, что вся остальная схема радиостанции прекрасно работает. Конечно, можно использовать эту радиостанцию и в наше время. Сетка частот каналов на 27 МГц никак не отличается, и можно с этой радиостанцией связаться с современной автомобильной радиостанцией на 27 МГц в 15 канале.
Но, конечно, в наше время существуют гораздо более удобные малогабаритные радиостанции ЛПД и ПМР диапазонов, и радиолюбительских диапазонов, да и просто профессионального УКВ диапазона, которые помимо того, что имеют меньшие размеры, меньший гораздо вес, гораздо более удобны и не имеют такую огромную антенну, они еще и, так скажем, более дальнодействующие, так как 27 МГц, наверное, самый неподходящий диапазон для радиосвязи в переносном варианте, именно для радиостанции, которую мы держим в руке. Хотя, конечно, 1,5-метровая антенна это как-то немножко компенсирует. И, наверное, если бы здесь была 15-сантиметровая спиральная антенна, то связь была бы совсем плохая. А с такой 1,5-метровой, ну, хоть как-то можно связаться. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте радиосвязь и в жизни обычной, и в бизнесе. Радиосвязь вообще вещь полезная. Видите, люди пользовались вот такими огромными неудобными радиостанциями с 1,5-метровыми антеннами и ничего. А сейчас доступны гораздо более удобные и функциональные радиостанции. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.